Моцарт, Вольтер, Франклин, Вашингтон, Рузвельт, Форд, Гарибальди – люди, которые влияли на музыку, власть, деньги и ход истории. И все они были масонами. Когда рядом оказываются композиторы, философы, президенты и революционеры, это уже звучит не как случайность. Масоны – одна из самых известных организаций в истории. О них слышали все, но если спросить прямо, кто они такие, откуда взялись и что на самом деле делали, почти сразу начинается путаница. Для одних это закрытое братство с ритуалами и посвящениями. Для других – клуб влиятельных людей, где решались вопросы власти, денег и связей. Для третьих – это символ мирового заговора, тайных знаков и скрытого управления. Но кто такие масоны на самом деле? Откуда появилась эта организация? Где заканчивается история и начинается миф? И как масоны связаны с иллюминатами и сатанистскими обрядами? Масоны – это закрытое братство, куда попадают только после посвящения. У них есть свои правила, свои ритуалы, свой внутренний порядок, свои знаки и свой кодекс. По разным оценкам, сегодня в мире существует около 30 тысяч масонских лож и от 5 до 10 миллионов участников. Это огромная разветвленная сеть без единого центра, разбросанная по разным странам и континентам. Люди собираются в ложах, обсуждают философию, устройство мира, человека, Бога и внутреннее развитие. Но проблема в том, что сами масоны всегда говорили о себе очень расплывчато. Одни называют свое движение философским, другие – братским сообществом, которое занимается благотворительностью, моралью и поиском истины. Когда организация существует давно, проводит закрытые собрания и при этом объясняет свою деятельность такими туманными формулировками, подозрения возникают сами собой. Именно это и создало вокруг братства атмосферу недосказанности, из которой выросли десятки мифов и теорий заговора. Но откуда все это взялось? Одна из главных масонских легенд связана с Хирамом, мастером, который строил храм царя Соломона. По этому сюжету у него были ученики, и в какой-то момент они захотели узнать то, что, как им казалось, делает человека настоящим мастером. Они требовали открыть тайные знания, секреты строительства и скрытый смысл ремесла. Но Хирам отказывался. Тогда ученики пошли на убийство. По легенде, один ученик ударил его циркулем, второй – острым наугольником, а третий добил его деревянным молотом у выхода из храма. Именно поэтому молот, циркуль и наугольник стали главными масонскими символами. После убийства ученики спрятали тело, чтобы скрыть следы. Позже Хирама нашли по ветке акации, воткнутой в землю над могилой. Из-за этого акация тоже вошла в масонскую символику и стала знаком памяти, тайны и бессмертия. Вот на таких мифах масонство во многом и строит собственную древнюю биографию. Но если уйти от легенд и посмотреть на вопрос проще, все выглядит куда приземленнее. Само слово «мейсон» означает «вольный каменщик». Изначально речь шла не о тайной философии, а о ремесле. В средние века большие соборы строили очень долго, иногда десятилетиями и столетиями. Строителям нужно было где-то жить, работать, хранить инструменты и передавать профессиональные секреты. Так вокруг строек появлялись свои братства, закрытые ремесленные сообщества, примерно как отдельные гильдии у кузнецов, ювелиров или ткачей. Сначала все было довольно просто. Мастеры собирались, обсуждали работу, делились опытом, передавали навыки. Но потом в такие сообщества начали приходить люди, которые уже не имели прямого отношения к стройке. Купцы, чиновники, люди с деньгами, связями и интересом к закрытому общению. И в этот момент все начинает меняться. Потому что если у тебя есть закрытый клуб, он рано или поздно начинает говорить не только о ремесле. Там появляются разговоры о выгоде, власти, религии, порядке в обществе и месте человека в мире. Большинство историков и сами масоны сходятся в одном – современное масонство сформировалось в начале XVIII века. В один из летних дней 4 лондонские ложи собрались в обычной таверне и решили объединиться. Так появилась первая Великая Ложа. С этого момента масонство начинает быстро разрастаться и становится заметным явлением в Европе. Теперь важно понять, как это вообще устроено. Ложа – это базовая единица. Само слово раньше означало помещение рядом со стройкой, где собирались рабочие. Со временем значение изменилось, но суть осталась. Это место, где встречаются свои люди. Сейчас это отдельные помещения, где проходят собрания. У каждой масонской ложи есть свое имя, свой номер, своя территория и свой круг посвященных. Но при этом у масонства нет единого центра в привычном смысле слова. Нет фигуры, которую можно было бы назвать верховным хозяином всей системы. И нет одного кабинета, откуда всем раздают приказы.
На первый взгляд это будто бы разрушает миф о едином тайном управлении миром через масонов. Но на самом деле такая разветвленная система связей, общих ритуалов и взаимного распознавания может работать куда эффективнее. Когда нет одного начальника, нет и одной точки удара. А значит, эту систему невозможно уничтожить. Ключевую роль в масонстве играют степени посвящения. Логика простая. Чем выше степень, тем больше у человека доступа к внутренним знаниям и символике. Что именно обсуждают на верхних ступенях и насколько это выходит за рамки обычных разговоров о морали и философии. Это система, в которой все построено на иерархии, символах и ощущении причастности к чему-то скрытому. Например, всевидящее око. Этот знак десятилетиями связывают с масонами, и самый известный пример здесь – $1 банкнота США, где над пирамидой изображен глаз в треугольнике. Официально это часть большой печати Соединенных Штатов. Но для любителей конспирологии именно доллар давно стал главным доказательством того, что язык тайных символов вышел далеко за пределы ложь. Еще один реальный пример – масонские храмы. В Лондоне стоит зал вольных каменщиков, один из главных центров английского масонства. В Вашингтоне находится храмовый дом, штаб-квартира высших степеней шотландского устава. Рядом с американской столицей возвышается Национальный масонский мемориал Джорджа Вашингтона, гигантское здание, посвященное президенту-масону. А в Филадельфии работает один из самых известных масонских храмов в США. То есть речь идет о символике, которая десятилетиями появлялась на фасадах, печатях, перстнях, документах и в зданиях, построенных масонами. Но самые тревожные символы связаны со смертью. Череп, кости, обнаженный меч, кинжал. Это язык обряда, в котором постоянно мелькают напоминания о страхе, наказании и переходе за границу жизни. По описаниям масонских ритуалов и пересказам бывших участников, посвящаемого могли вводить в полутемное помещение, ставить перед символами смерти, завязывать глаза и проводить через обряд, который должен был символизировать смерть прежнего человека и рождение нового. Есть и тайные знаки, особое рукопожатие, кольца и перстни с печатями, тайные слова и пароли. Все это нужно для узнавания своих. С этим связан и еще один устойчивый образ – рука, спрятанная за пазуху. Внутри масонской традиции этот жест связывают с принятием клятвы и верностью братству. Для постороннего это обычная поза, но если знать контекст, она начинает читаться как знак. Не случайно именно так часто изображали Наполеона. Его братья Жозеф, Луи, Жером и Люсьен были связаны с масонством, а сам Наполеон двигался в среде, где масонские ложи уже стали частью политической и военной элиты Европы. В XVIII веке масоны начали говорить о себе как о наследниках древнего знания и старой традиции, которая тянется через века. И это сработало. Это было идеальное время для взлета масонства. Эпоха просвещения, новые идеи, громкие имена, разговоры о свободе, разуме, государстве и правах человека. Вокруг лож начинают собираться уже не просто ремесленники, а философы, дипломаты, политики, богатые торговцы и люди с реальным влиянием. И как только в закрытый круг входит элита, все меняется. Потому что там начинают обсуждать деньги, власть, карьеру, законы и будущее стран. И вот тут начинается то, чего никто не ожидал. Если вам интересно узнать, что будет дальше, поставьте лайк и подпишитесь на канал. В масонство пришли люди, которых знала вся Европа. Вольтер был принят в ложу незадолго до смерти. Бенджамин Франклин не просто состоял в масонах, а активно работал внутри лож и был связан с масонской средой в Америке и Франции. Джордж Вашингтон тоже был масоном. Моцарт был масоном и отразил это в своем творчестве. В «Волшебной флейте» много мотивов посвящения, испытаний, тайных знаний и перехода через тьму к свету. Тогда же внутри лож стали появляться дополнительные ступени, закрытые круги и отдельные ордена, куда обычного масона уже просто так не допускали. Один из самых мрачных примеров – орден избранных коэнов Мартинеса де Паскуалиса. Там посвящение усложняют до предела. Новые ступени, многочасовые чтения псалмов, молитвенные практики, символические действия, которые должны были помочь выйти на контакт с высшими силами. Если добавить сюда масонскую символику – череп, гроб, кости, обнаженный меч, то ситуация становится пугающей. Посвящение выглядело как прохождение через ритуал страха. Именно в такой среде и появляются фигуры вроде графа Калиостро. Начинал он как обычный аферист, подделывал документы, торговал фальшивыми драгоценностями, а потом превратил себя в великого посвященного. Он ездил по Европе, обещал исцеление, предсказания и убеждал людей, что владеет знаниями, которых нет у других.
Он сделал из масонской мистики прибыльный спектакль. Обещал чудеса, играл на страхе смерти, на суевериях, на желании заглянуть за грань обычного мира. По Европе стали расходиться слухи, что за дверями лож идут темные обряды и произносятся клятвы над черепами. В памфлетах и разоблачениях XIX века масонам приписывали уже совсем жуткие вещи: поклонение Бафомету, ритуальные жертвоприношения, кровь младенцев, развращение и тайные связи с банкирами, промышленниками, политиками и революционерами. Главным поставщиком этой жути стал француз Лео Таксиль. В 1890-м он выпускает книгу «Дьявол в XIX веке», где утверждает, что внутри масонства скрывается сатанинская система. Там фигурируют тайные культы, страшные ритуалы и некая Диана Воган, женщина, которую Таксиль выдавал за бывшую масонку, якобы решившую раскрыть всю правду о происходящем внутри лож. Позже выяснилось, что вся эта история была мистификацией. Таксиль сам признался, что выдумал и саму Диану Воган, и ее разоблачение, но было уже поздно. Даже после признания многие продолжали верить, что Таксиль сказал правду, а потом отказался от нее под давлением самих масонов. В 20 веке был скандал, после которого разговоры о тайной масонской сети зазвучали уже не как бред. Речь о ложе Пи-2 в Италии. Формально это была одна из масонских лож. На деле это была структура, которая стала влиять на политику, работу банков, спецслужб и прессы. Во главе Пи-2 стоял Личо Джелли, человек с очень интересной биографией. В молодости он был близок к фашистской среде. После войны быстро поднялся в бизнесе, разбогател и к середине 70-х вошел в ложу Пи-2. Дальше все пошло по нарастающей. Связи, деньги, компромат. Когда его попытались убрать, он не исчез, а настоял на своем возвращении и со временем сам возглавил ложу. Потом Пи-2 исключили из официального масонского движения. Проще говоря, ее перестали признавать частью нормальной масонской системы. Формально это должно было ее ослабить. На деле вышло наоборот. Пи-2 превратилась в полностью самостоятельную закрытую сеть, которая больше не оглядывалась ни на чьи правила. Именно после этого она и начала расти по-настоящему быстро. Все вскрылось случайно. Во время обыска у Личо Джелли нашли десятки блокнотов с досье на членов ложи. И вот тут Италия увидела настоящую картину. В списках оказались банкиры, офицеры разведки, высокие чиновники, военные, издатели, люди из правительства и медиа. По разным данным, сеть Пи-2 включала около 70 филиалов по стране. А среди фигур, связанных с этим кругом, впервые всплыло и имя Сильвио Берлускони. Это был будущий премьер-министр Италии, медиамагнат и один из самых влиятельных политиков страны. Дальше вокруг ложи Пи-2 начали всплывать связи с Банком Ватикана, финансовыми аферами и мафиозными кругами. Параллельно появились подозрения, что люди из этой сети могли быть связаны с самыми мрачными эпизодами итальянской истории. Один из таких эпизодов – дело Альдо Моро. Это бывший премьер-министр Италии, которого в 1978 похитили, а затем убили. Его смерть стала шоком для всей страны, а расследование с самого начала сопровождалось странностями, провалами и ощущением, что за преступлением могут стоять силы, гораздо более влиятельные, чем казалось сначала. Еще один пример – теракт в Болонье в Италии в 1980-м. Взрыв на железнодорожном вокзале унес жизни 85 человек. Более 200 были ранены. Это один из самых кровавых терактов в послевоенной Европе. Позже вокруг расследования тоже возникли тяжелые вопросы. Говорили о возможном сокрытии следов, исчезновении улик и попытках увести следствие в сторону. Пи-2 снова оказалась рядом с силовыми структурами, политикой и теневыми механизмами влияния. После этого начались парламентские расследования, отставки и большой политический кризис. Но жесткой развязки не произошло. По ходу дела всплывали странные смерти, давление на свидетелей и разрушенные цепочки доказательств. Сам Личо Джелли успел побывать в тюрьме, сбежать, снова попасть в поле зрения следствия, а в итоге дожил до глубокой старости и умер в 2015-м, будучи очень богатым человеком. История ложи Пи-2 важна, потому что это реальный пример закрытой структуры, связанной с масонской средой, которая оказалась рядом с политикой, деньгами и влиянием. Масонские ложи существуют и сейчас. В некоторые объединения можно вступить официально, через анкету, рекомендации, собеседование и ритуал посвящения.
При этом правила остаются жесткими. В ложе до сих пор не принимают женщин и атеистов. Но есть структуры, которым приписывают еще более скрытое и более темное влияние. Здесь и начинается история иллюминатов. Орден иллюминатов появился в Баварии в 1776. Его создал Адам Вейсгаупт. Сначала это была небольшая группа, участники которой использовали псевдонимы. Сам Вейсгаупт называл себя Спартаком. Уже в 80-х годах XVIII века орден запретили, потому что баварские власти начали давить тайные общества, считая их угрозой для государства и монархии. По одной версии, после запрета иллюминаты просто исчезли. По другой версии, они не исчезли, а ушли в тень. Частично растворились в других закрытых кругах, прежде всего в масонской среде, и продолжили свое существование. Именно в конце XVIII века появляются тексты, которые и распространяют эту версию. Самые известные имена здесь – Агюстен Баррюэль и шотландский профессор Джон Робисон. Они писали, что иллюминаты не исчезли после запрета, а продолжили работу тайно и были связаны с заговором против монархии, церкви и старого порядка. Отсюда возникает и тема нового мирового порядка. Представление о том, что решения принимают не президенты и правительство, а те, кто находится намного выше. Иллюминатам часто приписывают не только тайное влияние, но и жертвоприношения, сатанинские ритуалы, культ силы, крови и подчинения. Доказательств таким историям, как правило, нет. Но что, если наверху действительно есть круг людей, для которых не существует ни закона, ни морали, ни границ? Среди возможных иллюминатов часто можно встретить людей, которых знает буквально весь мир. В поп-культуре это Мадонна, Леди Гага. В политике это семья Рокфеллеров, американские президенты, крупные финансисты и люди, чьи фамилии десятилетиями звучат рядом с темами власти, денег и глобального влияния. Особенно часто вспоминают фразу Буша-старшего о новом мировом порядке. Для многих она давно стала подтверждением того, что над государствами может существовать еще один закрытый уровень управления. В клипах, шоу и на фотографиях мировых поп-звезд снова и снова видят один и тот же набор образов. Треугольники, пирамиды, один закрытый глаз, черно-красные цвета, рога, короны, жесткие религиозные символы, сцены подчинения, смерти и нового рождения. По отдельности все это можно объяснить сценой, модой, эпатажем и желанием шокировать зрителя. У Мадонны вся эта эстетика иллюминатов доведена до предела. Ее образы строятся на тревожных вещах: кресты, распятия, церковные мотивы, монашеские одежды, сцены наказания, подчинения. В ее шоу постоянно появляются фигуры в черном, короны, алтарные композиции, сцены распятия, давления, унижения и перерождения. И когда такие вещи повторяются снова и снова, невольно возникает вопрос: это еще шоу или уже публичный ритуал, замаскированный под шоу? Напишите в комментариях, если вам интересно узнать подробнее про подобные символы и образы в поп-культуре. Мы сделаем отдельный выпуск на канале. Масонов и иллюминатов часто ставят рядом, хотя это разные структуры. Масоны существуют до сих пор. Это реальные ложи со своими правилами. Иллюминаты – орден из прошлого, который исчез довольно быстро, но вокруг него со временем выросла большая и мрачная легенда. Именно иллюминатам обычно приписывают все самое темное: контроль над известными людьми, закрытые посвящения, ритуалы, сатанизм и управление через страх. Кто на самом деле управляет миром? Те, кого мы видим, или те, кого нам никогда не показывают? А вы что думаете? Пишите в комментариях. А если вам кажется, что страшнее тайных обществ уже ничего быть не может, обязательно посмотрите мой выпуск про засекреченную книгу, в которой подробно разбирается вероятный сценарий конца света.